Всем привет, я Марина, и с вами школа Сакрамел. Ко мне пришла модель, которая сама себе выполняет покрытие. Давайте разберем, какие ошибки она допустила. Подсказка, там будет много чего интересного. Поехали! Давайте посмотрим на ногти, которые выполняла сама себе модель. Тут, в принципе, нет никакого ужасного ужаса, сразу скажу. Все сделано, в принципе, неплохо. Есть ряд ошибок. Это толщина покрытия, а также большие ступеньки из-за неправильного наращивания. Поэтому нам предстоит тотальное преображение и необходимо выполнить коррекцию. Поэтому выполняем снятие старого материала до тонкой подложки. При выполнении снятия я обратил внимание, что практически на каждом ногте большие отслойки в зоне кутикулы. Их, конечно же, необходимо убрать, для того, чтобы новое покрытие также не отслаивалось. Да и вообще, в целом, материал как-то очень странно выглядел. Даже если посмотреть на более крупных кадрах, видно, что материал снимается неравномерно. Есть такое ощущение, как будто материал плохо просох из-за того, что он слишком сильно пигментирован. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Даже цветное покрытие как-то плохо просохло и начало забивать мою насадку, поэтому пришлось ее даже прочищать палочкой и специальной латунной щеточкой. Исходя из этого, можно сделать вывод, что у моей модели, возможно, слабая лампа, которая недостаточно эффективно просушивает материалы. И тут на большом пальце нас ждал сюрприз. Во время снятия вижу, что материал как-то странно кукожится, и я понимаю, что внутри не просохший материал, а именно акригель. Посмотрите, просто можно его лопатами оттуда доставать. Почему так происходит? Потому что материал слишком сильно пигментирован, лампа, видимо, была слабой, сверху материал схватился, а внутри остался непросушенный слой. Эффект пирожка с сырой начинкой. Обезжириваю и, конечно же, все это снимаю. Но, думаю, догадываетесь, что мне потребовалось немало времени, чтобы это все убрать, потому что насадка забивалась, несмотря на то, что я обезжиривала. Но мы с этим справились. Теперь вы будете знать, что делать в таких случаях. У нас тут получается не только коррекция, но и наращивание ногтей. Поэтому подпиливаем свободный край и будем подготавливать ногти к моделированию. А пока хочу рассказать историю моей модели, почему сейчас так ногти ее плохо носятся, большинство сломанных, есть отслойки и так далее. На это есть еще одна причина, это сфера ее деятельности. Сейчас она работает менеджером в пункте приема заказов Озон, это marketplace, куда приходят люди, забирают свои посылки. Она имеет много дела с коробками, поэтому кожа сохнет, ну и, конечно, большая нагрузка на ногти, поэтому они ломаются. Кстати, модель поделилась, что в свое время она даже в одном из салонов проходила обучение на мастера маникюра и при этом салоне даже успела поработать 3 месяца. Представляете, то есть какой-то опыт у нее уже есть. И я спросила: слушай, а почему же ты работаешь в Озоне, если ты могла бы стать мастером маникюра и зарабатывать в разы больше? Она пока засомневалась, есть на то другие семейные причины, но мне кажется, удалось посеять в ней вот это зернышко, почему необходимо именно быть мастером маникюра. Особенно, если тебе это нравится, особенно, если ты уже это пробовала, знаешь, как это делать, то почему бы нет? Просто стоит не опускать руки, а продолжать в этом направлении. Ну, а об этом я и сказала, что давай, приходи к нам в школу в Москву, учись и давай постигай профессию мастера маникюра вместе с нами. Да и плюс работа мастером не такая тяжелая, наверное, как работа менеджера в пункте приема, потому что бывают разные ситуации, одна из которых это перенос тяжелых коробок, что для девушки вообще не является
хорошим. Поэтому, если вам нравится сфера маникюра, вы хотите заниматься любимым делом, то, которое вас радует, не забивайте на свои мечты, реализовывайте их. Более подробную информацию про обучение в нашей школе вы найдете по ссылкам в описании. Так, ну а мы продолжаем выполнять маникюр. Будем делать чисто аппаратный, без режущего инструмента, так как кутикула небольшая и сухая, поэтому необходимо вывернуть юбочку кутикулы. Кстати, смотрите, какой большой интересный получился, такими волнами, утконос. Я так его назвала, но благодаря этому будет еще интереснее с ним работать. Для среза использую скругленный цилиндр, у меня синий с белой насечкой. Повторюсь, что это значит, потому что некоторые путаются: белая, потому что супер мягкая, синяя супер жесткая, не поймут. На самом деле это грубый синий абразив, просто с специальным напылением жемчужным, которое помогает более аккуратно шлифовывать кожу, не так агрессивно, нежели чем как просто синий абразив. Эти насадки от бренда Кристалл, они мне тоже очень нравятся, сейчас их использую в работе. В целом получается хороший результат, но еще необходимо будет дошлифовать кожу силикон-карбидным шлифовщиком. Шлифовщик поможет нам еще сделать более чистым карман, а также сделать красивый блестящий валик. Кстати, на этом пальчике мы видим такой неравномерный свободный край, как будто бы там анихолизис какой-то. Такое произошло как раз-таки вследствие удара, когда отрывался ноготь, вот видите, отошел слегка, но там в целом нет ничего критичного, никакого воздушного кармана, поэтому мы позволим себе выполнить наращивание на этот ноготь. Закончили с маникюром и подготавливаем ногти к покрытию. Наношу бескислотный праймер. Вижу, что ногти у модели белые, а значит иссушены, поэтому наношу бескислотную базу, чтобы не было никаких ожогов ногтевой пластины и так далее, неприятных последствий. И подготавливаем формы для наращивания. Конечно, их правильно вырезаем, отмечаем насечки. Кстати, у меня на канале есть несколько видео о том, как правильно устанавливать форму, о том, как правильно выполнять наращивание. Тут 1000 нюансов, вот поверьте мне. Поэтому, если вы хотите его освоить, то предварительно посмотрите эти видео для того, чтобы знать, как правильно ее вырезать. Тут в целом нет ничего сложного, если знаешь правильный алгоритм и понимаешь, вот, насколько необходимо вырезать. Некоторые спросят, зачем вырезать бумажные формы, если можно взять верхние. Ну да, так, возможно, кажется проще для новичка, но больше работы. В зоне кутикулы необходимо попилить и выпилить изнутри, хотя в этой технике нам тоже придется попилить, сделать поверхностный опил, но тем не менее уже изнутри будет чистенько. Мне нравится плавный переход от натурального ногтя в материал, что нет вот этих ступеней, никаких бортов, смотрится все очень аккуратно. На самом деле все техники имеют место быть, и вы тоже можете увидеть у меня на канале, что я всегда чередую нижние и верхние формы, гелевые типсы. Считаю, что мастер должен быть универсалом и уметь индивидуально подбирать технику под руки клиента, а не быть только шаблонным мастером, который умеет делать только что-то одно, ну, к примеру, гелевые типсы. Бывают разные ногти, разные случаи, и поэтому под них мы, соответственно, подбираем и разные материалы, и разные способы моделирования. Ну а мы выполняем моделирующий слой. Сначала тонко промазываю ноготь гелем, и затем устанавливаю моделирующую каплю, свожу ее на нет к кутикуле и распределяем. В труднодоступных местах подправляю тонкой кистью, а на большом пальце отсутствуют нижние параллели. Их необходимо будет достроить гелем-желе. Он не жидкий, никуда не утекает, и это очень удобно сделать прямо по воздуху. Представляете, как оно сегодня объемная работа получилась? И достраивание, и коррекция, и наращивание ногтей. Но на самом деле такое чаще всего и бывает у наших клиентов. Редко приходят идеальные руки, когда вот просто нужно слегка убрать топом и перекрыть, потому что клиенты ходят долго с покрытием, хотят походить подольше, и покрытие отрастает, нагрузка увеличивается, происходит и отслойки, и сломы. Я все это прекрасно знаю и понимаю. Было бы неправильно показывать вам только все на идеальных руках и идеальных случаях, это просто было бы неинтересно и, скажем так, не совсем из жизни. По поводу большого пальца, как я и говорила, мы будем работать в несколько этапов с этим клювом. Сначала заложила падину материала, чтобы у нас не было большого слоя, потому что если бы я просто сработала одной огромной каплей, то получился бы снова эффект непросохшего пирожка, потому что такой толстый слой просто бы не просох. Поэтому действуем в несколько этапов. Заложили впадинку, просушили и затем выполняем уже моделирующий слой.
Ну вот и все, выложили нашу основу, наш каркас. И теперь дело, ну скажем так, за малым, это выполнить правильный опил. Но на самом деле некоторые могут и опилом навредить, и перепилить то, что не нужно. Поэтому наша задача выкладывать оптимальный объем материала, без огромных гор и излишек, иначе нам придется много пилить, много на это тратить время. Почему вот некоторые мастера считают, что пилить это муторно и долго? Нет, если ты не накладывал горы материала. Ну и не забываем про изнаночки, переворачиваем пальчик. Тут большие ступеньки, поэтому придется поработать немало. Даже вы можете обратить, что при выпиливании изнутри насадка тоже забивается. Представляете, то есть материал он полностью до этого не просох. Плюс еще модель перекрывала внутреннюю сторону топом со светоотражающими частицами, делая тонкий торец. Но и это еще не все. Мы с вами выполним объемный дизайн в корейском стиле. Наверняка вы видели много фотографий или дизайнов, когда по центру ногтя такая розовая точка. Красная, розовая, ну и делают и других оттенков. Чаще всего для этих целей используют слайдеры, но у меня таких нет. Поэтому будем выкручиваться при помощи аэропуфинга. Уже и забыла даже, где у меня лежит этот пуфик, но вот видите, пригодился. Сначала нанесла базу для растекания, чтобы был более плавный переход. И как бы покрываем топом, и теперь на просушенный топ будем делать абстрактные объемные линии. Для этого использую очень густой топ, который даст нам рельеф, который даст нам объем. И просто хаотично вот так вот рисую линии. И теперь прямо на горячую поверхность наношу серебряную втирку. У нас получается эти линии как будто бы сплав металла или какие-то ртутные разводы или еще что-то. Вот знаете, у каждого свои ассоциации. Мы пока делали этот маникюр, накидали несколько идей. Пишите в комментариях, с чем у вас ассоциируется данный дизайн. Ну и конечно, перекрываем наши выпуклые элементы тоже топом. До этого я использовала обычно жидкий топ, и он, как правило, растекался, делая не очень ровные контуры. В этот раз я использовала тот же густой топ, и результат получился еще круче. И теперь, конечно, не забываем убрать вокруг все эти блестки. Скажу сразу, это было то еще веселое занятие, потому что они достаточно трудно вытирались. И вот такой результат у нас получается. Ну что, делитесь в комментариях, как вам наш креативный дизайн. Понравилось? Поставьте пальчик вверх, а также смотрите другие полезные видео на канале. Всем успехов в работе! Счастливо! Пока-пока!